Если ты хочешь самосовершенствоваться и стать успешным, невероятно важно иметь правильных друзей, но еще важнее избавиться от фальшивых. Фальшивые друзья хитрые и обманчивы, поэтому в этом видео я покажу 7 признаков, на которые нужно обратить внимание, чтобы распознать фальшивого друга. Все эти признаки очень важны, но есть один из них в частности, с которым сталкиваются 99% людей, даже не подозревая об этом. Признак номер один. Не связываются с тобой только тогда, когда им что-то нужно. У тебя есть друг, который звонит тебе только когда ему что-то нужно от тебя. Может быть, это услуга или они просят занять денег. Фальшивый друг обращается к тебе только тогда, когда ему что-то нужно, и исчезает, как только получает то, что хочет. Настоящий друг просит об услуге, но фальшивый друг будет просить только об одолжениях, которые обычно начинаются с малого и постепенно становятся все больше и больше. Так что ты должен заметить это и сделать хоть что-то, пока не стало слишком поздно. Признак номер 2. Они говорят за спиной у людей. Мы все знаем человека, который будет вести себя дружелюбно по отношению к другим, но изменится, как только они уйдут. Этот человек будет говорить вещи за твоей спиной, но никогда не скажет этого тебе в лицо. Ты должен насторожиться. Если у тебя есть друг, который всегда сплетничает и говорит за спиной других, как ты можешь быть уверен, что он не делает то же самое о тебе, когда тебя нет рядом? Ты должен как можно раньше заметить признаки и избавиться от фальшивых друзей, прежде чем они нанесут тебе существенный ущерб. Признак номер 3. Они не поддерживают твои цели. Я думаю, что ты амбициозный человек, который хочет найти цель и будет работать день и ночь, чтобы достичь ее. Если твоя цель — это иметь успешный бизнес, помогать другим людям, построить тело своей мечты или получить столько денег, что ты сможешь отправить на пенсию своих родителей, ты, вероятно, сталкивался с людьми, которые говорят, что твои мечты слишком нереалистичны, и они не хотят, чтобы ты добился успеха. Они могут сказать тебе, что нет смысла пытаться, потому что ты потерпишь неудачу, несмотря ни на что. Они хотят опустить тебя до своего уровня и избавиться от твоих амбиций, потому что у них самих ничего не осталось. Это называется менталитет краба в ведре, когда живые крабы заперты в ведре. Любой краб может легко начать выбираться, но его всегда будут тянуть вниз остальные, что гарантирует, что никто не выберется. Люди с таким менталитетом не принесут тебе ничего хорошего в жизни. Некоторые люди любят оправдывать свои неудачи, наблюдая, как другие люди терпят неудачу. Они не хотят видеть прогресса, поэтому они будут делать все возможное, чтобы высмеять и унизить тебя, или притвориться твоим другом. Настоящий друг хочет видеть твой успех и никогда не будет смеяться над твоими призывами только потому, что они никогда не достигнут того же. Признак номер 4. Они ненадежны. У всех нас был хоть один друг, который всегда опаздывает, всегда отменяет планы. Это может показаться мелочью, но ненадежный друг – это бомба замедленного действия, которая вот-вот взорвется. Никогда не знаешь, когда они подведут тебя или бросят в последнюю минуту. Ты как стоять на краю обрыва, надеясь, что они поймают тебя, если ты упадешь или оступишься. Ты можешь постоянно сомневаться в их преданности и искренности, задаваясь вопросом, переживают ли они вообще за тебя. Когда друг постоянно нарушает свои обещания, ты больше не можешь доверять им так же, как и раньше. Настоящий друг – это тот, кто выполняет свои обещания, держит свое слово не только потому, что он хороший парень, но и потому, что он хороший друг. Не только потому, что они хорошие люди, но и потому, что они уважают тебя. Но фальшивый друг не уважает тебя настолько, чтобы сдержать свое слово. Признак номер 5. Они никогда не готовы идти на компромисс. Дружба и любая другая форма отношений – это отдача и принятие. Вы должны помогать друг другу и идти на компромиссы. Но фальшивый друг любит, когда ты идешь на жертвы. Когда ты идешь на жертвы ради них, но никогда они не сделают того же в ответ. Это обычно начинается с малого, но может разрастись быстрее, чем ты думаешь. Если ты – это всегда тот, кто строит планы, всегда тот, кто платит, и всегда тот, кто предлагает погулять, это может показаться не таким уже большим делом. Но в долгосрочной перспективе ты вложишь столько усилий, времени и жертв, не получая ничего взамен. Дружба – это не односторонняя сделка, и настоящий друг будет из кожи вон лезть, чтобы приложить усилия к вашим отношениям и заставит тебя захотеть сделать то же самое. Номер 6. Они не заинтересованы в разрешении конфликтов. Конфликт – естественная часть любых отношений, но то, как мы с ним справляемся, вот что важно для настоящего друга. Настоящий друг должен быть готов работать с конфликтами, чтобы найти решение, но фальшивый друг будет избегать всех конфликтов. Эго таких людей настолько огромно, что они никогда не признают свою ошибку, никогда не рассмотрят другую сторону спора и полностью избегают любого типа дискуссии только потому, что они не хотят слышать суровую правду, в то время как настоящий друг знает, что суровая правда намного лучше, чем утешительная ложь.
Тебе не нужно вести долгие дискуссии каждый раз, когда ты не согласен, но фальшивый друг будет избегать всех конфликтов, независимо от того, насколько серьезными они могут быть. Последний признак – это тот, который 99% людей испытывают, даже не замечая этого. Номер 7. Они общаются с вами только при определенных обстоятельствах. Может быть весело заводить друзей онлайн в видеоиграх или на вечеринках, но действительно ли эти люди ваши друзья? В наше время у людей даже есть целые группы друзей, которые встречаются только если есть алкоголь. Я не против того, чтобы иметь друзей, которые встречаются только тогда, когда вы вместе хотите заняться каким-либо делом, например, спортом. Но имей в виду, что если у тебя есть друг, который хочет видеть тебя только при определенных обстоятельствах, то он не твой друг. Ты просто их развлечение. Тебе нужно избавиться от змеи, пока ты не стал ее жертвой, и она тебя не укусила. Чести и удачи.